Я чувствую негативную энергию. Вижу, она пожирает твою прибыль. Нанять экстрасенса, чтобы снял порчу с бизнеса? Или вести задачи и проекты в Bittrex24? Выбор очевиден. Регистрируйся и забирай бесплатный набор инструментов для работы компании. Бесплатно, не за деньги. Bittrex24 помогает бизнесу работать. Какие тайны кроет в себе история? Если бы мы могли заглянуть в прошлое, то что бы мы увидели? Застывшие картины великих сражений, вековой отпечаток научных открытий, лица людей, которые вершили историю и создавали тот мир, в котором мы живем сегодня. Для того, чтобы увидеть это, нам не нужна машина времени. Исторические труды, создавшие для нас слепок эпохи, приоткрывают завесу тайны того, что было, но уже безвозвратно прошло. Сегодня я предлагаю вам вновь окунуться в пучину минувших дней и узнать историю одного из самых выдающихся подвижников античной науки. Я предлагаю вам увидеть путь мысли, в котором фундаментальные знания законов природы соединяются с практическим их применением в реальной жизни. Я предлагаю вам познакомиться с человеком, которого когда-то звали Архимед. Это удивительный рассказ о вечной жизни идей, которые снова и снова воплощаются в реальность и в наши дни, спустя более чем 2000 лет. История запомнила Архимеда по многим причинам. Кто-то знает его как математика, предвосхитившего математический анализ. Для кого-то это имя связано с физикой и механикой. А кто-то помнит эти невероятные легенды о том, как Архимед защищал свой родной город от захватчиков. Но если попытаться собрать эти фрагменты головоломки воедино, то что мы получим? Какой образ перед нами предстанет? Давайте разберемся. Меня зовут Дмитрий, и это одна из самых главных историй античной науки. Как и в любом разговоре о Древнем Греке, в первую очередь нас интересует вопрос, что и откуда мы знаем об Архимеде. Речь все-таки идет о 3 веке до нашей эры, и наверняка у части зрителей возникнет возражение, мол, мы не знаем того, что было 100 лет назад, а ты тут на 2 с лишним тысячи лет решил копнуть. Ну, давайте посмотрим. О научных занятиях Архимеда мы знаем из его собственных трудов, частично сохранившихся и дошедших до нашего времени. Некоторые из них сохранились благодаря математикам Востока, некоторые тексты были найдены на оригинальном греческом языке. Конечно, не все его сочинения дошли до нашего времени, но даже имеющихся текстов хватит на целый том. В свою очередь, об утерянных текстах Архимеда мы знаем из работ более поздних математиков и физиков, которые цитировали нашего героя вплоть до 5 веков уже нашей эры. Так что в некоторых случаях мы знаем не только названия утерянных трактатов, но и отрывочное их содержание. Ну а что касается описания Архимеда именно как человека, то до нас дошло несколько античных текстов, порой довольно близких по хронологии. Одно из самых ранних описаний приводится греческим историком Полибием, жившим спустя всего несколько десятилетий после смерти Архимеда. Чуть позже о нем напишет римский писатель Тит Ливий и знаменитый оратор Марк Туллий Цицерон, который по преданию нашел ни много ни мало могилу великого математика. Еще позже, уже в 1 веке нашей эры, текст об Архимеде составил греческий писатель Плутарх, который ссылался на записи людей, принимавших непосредственное участие в жизни нашего героя. Но ты все равно уже пишешь комментарий о том, что не было никакого Архимеда, и вообще Рим откопали 150 лет назад, а историки только и делают, что врут. Ну, ты пиши, мы все тебя подождем. Ладно, шутки в сторону. Тексты об Архимеде. Пусть местами эти свидетельства немного приукрашены и несут в себе некоторый оттенок легендарности, в своей совокупности это уже позволяет нам сформировать определенный портрет, по которому мы можем понять величину того вклада, который сделал Архимед в развитие античной науки.
Это будет непростое исследование, но прежде чем мы начнем, скажите, вы часто задумываетесь о Римской империи? Ну или о республике? А как часто вы задумываетесь о том, какую профессию освоить и какие направления будут перспективными не один год? Среди таких можно однозначно выделить сферу IT и, в частности, профессия фронт-энд разработчика. Это тот самый специалист, который берет дизайн-макет и воплощает его в код. Тот самый случай, когда из картинки, нарисованной художником, с помощью языков программирования создается интерактивный проект. Вот уж где действительно Архимед мог бы приложить свои навыки соединения теории и практики. Партнер этого видео Kata Academy, первая в России школа программирования, инвестирующая в своих студентов, предлагает онлайн-курс по фронт-энд разработке с оплатой после трудоустройства. То есть вы не платите за обучение, пока не устроитесь по специальности. В конце обучения каждый выпускник получает от 3 до 5 офферов и устраивается на работу в течение 2 месяцев после завершения обучения. А с теми зарплатами, которые сейчас получают айтишники, речь идет о минимальном доходе в 80 тысяч рублей. И этот минимум прописан в договоре с Академией. В программу обучения включено подробное знакомство с самым популярным языком программирования JavaScript. Особенно популярным во фронт-энд разработке, ведь этот язык использует в своем коде 97% всех веб-приложений. Так что такой специалист будет востребован еще очень долго. Уже более 2500 выпускников Kata Academy устроились на работу в первые 2 месяца после завершения обучения. Так что, если вы задумываетесь не только о великих цивилизациях прошлого, но и о своем собственном будущем, то это отличный вариант начать новый этап в своей жизни. Всю необходимую информацию вы найдете в описании ролика. Ну а нам пора вернуться к Архимеду, пока римляне не высадились. Старинная мудрость гласит: о мертвых говорят либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но, что характерно, абсолютно все тексты об Архимеде описывают его с нескрываемым восхищением. Величайший математик, физик, изобретатель, в некоторых случаях даже стратег. Перед его талантами преклоняются даже римляне, которые его и убили. Но пойдем по порядку, и начинается наша история в первой половине 3 века до нашей эры. События моего сегодняшнего рассказа будут разворачиваться на острове Сицилия, в городе Сиракуза. Он был основан в 8 веке до нашей эры, и благодаря плодородной почве и удобному для морской торговли географическому положению, Сиракузы очень быстро стали одним из богатейших городов эллинистического мира. Естественно, на такой лакомый кусочек жадно поглядывали чуть ли не все, так что неудивительно, что история родины Архимеда не была мирной. В 413 году до нашей эры Сиракузам удалось выстоять в ожесточенной войне с Афинами, но уже спустя 4 года на землю Сицилии ступила нога карфагенских завоевателей, и Сиракузам вновь пришлось отбиваться. Однако уже во времена Архимеда Сицилия стала объектом интереса не только Карфагена, но и Рима, тогда еще республики. В 260 году до нашей эры между 2 могущественными державами началось открытое противостояние, переросшее в череду военных конфликтов, получивших название Пунические войны. Не панические, пунические. Пунами римляне называли жителей финикийской колонии Карфагена. И если не вдаваться в политические тонкости, то одной из главных причин конфликта стал как раз раздел влияния на Сицилии. И вот в результате осады Сиракуз, случившейся в 212 году в ходе Второй Пунической войны, Архимед и погиб. И я не просто так заговорил о смерти нашего героя в самом начале ролика. Все дело в том, что гибель Архимеда в 212 году до нашей эры – это единственное четко датированное событие в жизни великого математика. Но есть интересный нюанс. Одно из дошедших до нас свидетельств об Архимеде сообщает, что на момент смерти ему было 75
лет. А значит, проведя не очень сложные расчеты, можно сделать вывод, что родился он в 287 году до нашей эры. Получается, я начал с конца, чтобы прийти к началу. И, конечно, у нас есть все основания, чтобы усомниться в корректности указанного возраста. Но если мы поставили себе задачу определить дату рождения Архимеда, то это буквально единственная ниточка, дающая нам хоть какую-то дату, пусть и без абсолютной уверенности. Что касается ранних лет жизни, то в нашем распоряжении тоже совсем немного сведений. В частности, весьма туманным представляется происхождение Архимеда. В своих собственных записях об измерениях расстояний до Луны и Солнца он ссылается на вычислительные данные своего отца Фидия, который, видимо, был математиком и астрономом. Также в нескольких свидетельствах фигурирует царь Сиракуз Гиерон, который назван там другом и родственником Архимеда. В таком случае получается, что наш герой – выходец из образованных элит. Далее, с определенной долей уверенности, можно сказать, что в юношеские годы Архимед ездил в египетскую Александрию и, вероятно, обучался там математике и астрономии в Музионе у знаменитого астронома Конана. По крайней мере, один из текстов нашего героя начинается как послание александрийским математикам, где этот самый Конан, на тот момент уже умерший, упоминается как близкий друг и помощник Архимеда, по которому он безгранично скорбит. Все это наталкивает историков на связь двух ученых в роли учитель и ученик. По крайней мере, где еще учиться наукам в те времена, если не в Александрийской библиотеке? И вот, судя по всему, по возвращении на родину Архимед начал самостоятельные исследования в области математики, физики, астрономии и инженерного дела. А результаты этих изысканий он отправлял в Александрию, сначала Конану, а потом и его преемникам. К этому же периоду относятся и сообщения о первых изобретениях нашего героя, которые произвели огромное впечатление на царя Сиракуз, а сам Архимед был поставлен к нему на службу, что также неудивительно, если учитывать их возможную родственную связь. И тут я бы хотел обратить ваше внимание на одну деталь, точнее, на ее отсутствие. Вы заметили, что в моем рассказе мы видим полное отсутствие мистики? Никакого божественного происхождения, как у Аристотеля или Пифагора. Никаких там оракулов и предсказательниц Пифии, которые предрекли рождение великого мудреца или открыли в нем философский дар, как в случае с Сократом. В истории Архимеда мы видим полное отсутствие мифических или мистических примесей, что на самом деле характеризует весь мой сегодняшний рассказ. Впервые разбирая историю древнего грека, мы будем копаться не во всяких метафизических штуках, пытаясь вычленить из них что-то научное. Сегодня у нас концентрированная наука, причем во многих своих аспектах прикладная. Без этих мифов даже как-то скучновато получается. Хотя, ладно, у нас потом будут небывалые технологии, окруженные плотным ореолом легендарности, на чем, кстати, активно спекулируют голливудские киноделы. Вон, последнего Индиану Джонса хотя бы вспомните. Но если серьезно, то сегодня у нас действительно будет очень много науки. И начать, наверное, следует с математики. Ведь большая часть дошедших до нас сочинений Архимеда касается как раз математических вопросов. К этим работам относятся такие труды Архимеда, как о шаре и цилиндре, об измерении круга, о коноидах и сфероидах, о спиралях, о равновесии плоскостей, о квадратуре параболы и об исчислении песчинок. Уже по одним только названиям становится понятно, что эти работы посвящены по большей части геометрии. И это действительно так. Нашего героя воспринимают в первую очередь как геометра. И тут некоторые историки отмечают, что в этих работах во многом прослеживается влияние другого великого математика Греции – Евклида. Он немногим раньше жил и работал как раз в Александрии. Так что, если Архимед действительно ездил туда учиться, то совершенно точно познакомился там и со знаменитым трактатом Евклида «Началами». По сути, это первый в истории учебник математики, ставший воплощением всей греческой математики в целом. Но по большей части это выражалось в геометрии, а вот с арифметикой были проблемы.
Выражались эти проблемы в первую очередь в такой фундаментальной вещи, как система исчисления. Сейчас все мы привыкли к индийско-арабским цифрам и способам построения числа. В очередной раз спасибо математикам Востока. До них все пользовались римскими цифрами, которые в целом тоже понятны, но не так удобны. Но в греческой математике все обстояло куда сложнее. У эллинов цифры выражались с помощью букв, их сочетаний и всяческих черточек рядом с ними. И вот если у нас какие-то простейшие вычисления, типа 2 плюс 2 умножить на 2, то все отлично. По буковке на каждую цифру, и все довольны. Но если речь идет о больших цифрах, как обозначать их? В греческой системе обозначений цифры от 1 до 9 соответствовали первым 9 буквам греческого алфавита. Следующие 9 букв обозначали десятки, то есть от 10 до 90. Следующие 9 обозначали уже сотни. Как мы видим, греческая система доходила до трехзначных чисел, а дальше алфавит заканчивался, и то грекам пришлось откопать 2 архаичные буквы, чтобы добить общее количество до 27 символов. Однако, если вам нужно было посчитать что-то в тысячах, то приходилось ставить штрих внизу перед первой буквой и заходить на второй круг. Получается, если вы хотите записать, например, 9999, то обозначение получится вот такое. Сложно, замудренно. Да, и в этом как раз и была вся проблема. Числовые обозначения и вычислительные действия с ними, особенно с большими, становились невероятно громоздкими и запутанными. К тому же после этого счет буквально заканчивался. Значение в 10 тысяч греки обозначали словом «мириада», то есть неисчислимо большое. И дальше все. Живое воплощение мема раз, два, три, много. И вот как-то раз Архимед, размышляя о конечности или бесконечности Вселенной, поставил перед собой экстравагантную задачу – посчитать количество песчинок во Вселенной. Причем не только вблизи Сиракуз или еще где-то там на Земле, а исчислить все песчинки, если бы они заполняли всю представляемую грекам Вселенную. И, в общем-то, нетрудно предположить, что песчинок во Вселенной чуть больше, чем 10 тысяч. Но как раз в этом и была вся затея. Архимед, можно сказать, бросает вызов математикам-современникам, утверждающим, что нет такого числа, которым можно было бы измерить подобное количество песка. К решению этой задачи он приступил в своем сочинении «Псаммет», которое так и переводят «о песке» или «об исчислении песчинок». И самое важное здесь – система подсчета, которую разработал Архимед. А именно, после мириад он ввел систему чисел второго порядка. То есть, грубо говоря, он ввел мириады мириад. После этого он вводит третий порядок, то есть мириады мириад мириад и так далее. И это, по сути, прообраз стандартного нынче вида больших чисел, когда мы говорим «такое-то число, умноженное на 10 в такой-то степени». В итоге Архимед, отвечая на вопрос, сколько же песчинок могло бы наполнить Вселенную, дошел до чисел 8-го порядка. То есть установил, что их количество не должно превышать 10 в 63-й степени, если говорить современным языком. Но, само собой, не стоит забывать, что Архимед ограничивал Вселенную размерами Солнечной системы. И хоть это довольно большой шаг в обозначении больших чисел, это сочинение распространения не получило. Как минимум потому, что такие большие значения грекам в повседневности особо и не были нужны, даже математикам. А вот когда задачи сложного и большого подсчета стали насущными для математиков, то есть спустя почти 2000 лет, уже существовали индийско-арабские цифры с возведением в степень. Так что метод Архимеда сейчас представляет больше исторический интерес. Однако это характеризует саму методику нашего героя – вычислительная математика, которой порой пренебрегал и Евклид, но которой Архимед активно пользовался не только в арифметике, но и в геометрии. Так, например, в своей работе об измерении круга наш математик приводит, насколько тогда было возможно точное отношение длины окружности к ее диаметру. Математическая константа, известная сейчас каждому человеку под названием число π.
Постоянство этого отношения было известно с древнейших времен. К тому же знание этой константы было совершенно необходимо в элементарной жизненной практике при изготовлении практически любых круглых предметов. Дисков, круглых блюд, сооружения круглых колонн, которых так много в греческой архитектуре. Не говоря уже о том, как широко число π используется в науке сейчас. Но тогда точность этого отношения будто бы мало кого волновала. Эмпирически определили как приблизительно равное 3 и достаточно. И так было вплоть до Архимеда, который, судя по всему, первый в истории попытался определить точное значение этой константы математическими методами. Архимед установил, что длина окружности содержится между периметрами описанного и вписанного в нее многоугольников. То есть, посчитав и один, и другой периметр, мы получим верхний и нижний предел нужного нам значения. Но вот если мы используем, например, шестиугольники, то получим огромный диапазон значений. И Архимед, пытаясь сузить этот диапазон и добиться максимальной точности, постепенно довел вычисление до 96 угольников и установил, что константа, которую мы сегодня называем число π, равняется 3,14. Такой метод вычислений Архимед назвал методом исчерпывания. То есть, когда мы постепенно добавляем грани к многоугольникам и приближаемся к более точным значениям, исчерпывая тем самым погрешность. Этот способ он применяет и в других своих работах по измерению площади криволинейных фигур, плоских и объемных, окружностей и сфероидов, парабол, гипербол, спиралей и цилиндров. При этом в каждой своей работе он постоянно дополняет и развивает свой метод исчерпывания, который в конечном своем виде стал фактическим прообразом Матана. Историки науки выражаются так, мол, Архимед в своих вычислениях интегрировал и пытался прийти к одному общему методу для всех криволинейных фигур. Но одним из главных препятствий, на которых он основательно застрял, стали эллипсы. И хоть он четко понимал, какая задача перед ним стоит, справиться с ней смогли только Исаак Ньютон и Готфрид Вильгельм Лейбниц, независимо друг от друга разработавшие системы дифференциального и интегрального исчисления, проще говоря, Матан. Если этих двух джентльменов все называют отцами математического анализа, то Архимед без всяких преувеличений является его дедушкой. Ведь до изобретения общего метода в решении этой задачи именно на Архимеда ориентировались все последующие поколения математиков. Конечно, сейчас многие из этих вещей кажутся нам местами банальными, местами запутанными, а местами и вовсе бесполезными. Из разряда «да мне в повседневной жизни вообще ни разу не приходились эти ваши интегралы». Но ведь банальное когда-то было неустановленным, невыясненным. И то, что сейчас кажется для нас очевидными и простейшими правилами математики, во времена Архимеда были еще даже не поставленной задачей, которую он решил, опередив свое время на много столетий. Об Архимеде как о математике можно рассказывать очень долго, но можно привести сообщение Плутарха, где сказано, что в области геометрии нельзя найти более трудных, глубокомысленных задач, решенных с такой простотой и ясностью. Одни приписывают это высоким дарованиям Архимеда, другие считают, что благодаря напряженному труду ему удалось дать своим открытиям такое выражение, что они каждому становятся легко доступными. При изучении его сочинения создается представление, что ты и сам мог бы найти эти доказательства. Таким легким и быстрым путем Архимед приводил к тому, что хотел доказать. Здесь Плутарх характеризует нашего героя не просто как выдающегося математика, но и, можно сказать, популяризатора науки. Архимед объясняет сложные математические приемы настолько доступным языком, что читатель такой «и все так просто». Не, ну до этого я бы и сам догадался. При этом Плутарх описывает Архимеда как отстраненного от мира сего гения, постоянно погруженного в раздумье и не замечающего происходившего вокруг. Не кажется вероятным, что он всегда околдованный дружеской ему сиреной забывал о еде и совершенно пренебрегал заботой о своем теле.
Часто его насильно заставляли принимать ванну, натирая его всякими благовонными мазями. Но и в это время он рисовал на земле геометрические фигуры и пальцем чертил на своем намазанном теле геометрические линии, охваченный большой радостью и действительно одухотворенный музами. Интересное описание. Как гласит старинная поговорка, если не правда, то хотя бы хорошо придумано. Но на самом деле не стоит слишком уж отрывать нашего героя от реальности. По таким свидетельствам у нас чуть ли не аутист вырисовывается. К тому же Плутарх еще описывает и полное пренебрежение Архимеда к практическому применению своих знаний. Но это точно не может быть верным. Наш герой – один из самых ярких примеров соединения теории и практики в единое целое. И следующая история про ванну нам это продемонстрирует. В жизни каждого мужчины бывает такой момент, когда он залезает не в ту ванну. Но вот Архимед как раз залез в ту самую, и теперь заслуженно считается основоположником физики. Не такой, как у Аристотеля, где Земля — это шар, потому что так логичнее, а настоящей математической физики. Для греков физика была скорее философским учением. Ее прикладные аспекты отодвигали немного в сторону, и еще реже в рассуждениях о физических явлениях встречалась математика. Если пролистать физику Аристотеля, то единственные цифры, которые в принципе там удастся увидеть, это ссылки на какие-либо разделы предыдущих произведений Аристотеля. Архимед – первый, кто подошел к решению физических задач именно с математической стороны. Предметы обладают какими-то свойствами, на них действует какая-то сила, значит, это можно измерить и понять. Так он пришел к определению центра тяжести, открытию законов рычага и разработал основы сразу для нескольких областей современной физики. И начнем мы, как вы уже, наверное, догадались, с гидростатики, то есть изучения равновесия жидкостей. И, как это чаще всего бывает, история начинается с чудной легенды. Римский архитектор Витрувий, повествуя о поразивших его научных открытиях, рассказывает нам следующее. Во время своего царствования в Сиракузах Гиерон дал обет принести в жертву богам корону из чистого золота. Он условился с мастером о большой цене за работу и дал ему нужное количество золота. Спустя некоторое время корона была готова, и царю она показалась отлично исполненной. Но кто-то донес на мастера, мол, слышал, что тот украл часть выданного ему золота, а чтобы никто не заметил, примешал к короне такое же количество серебра. Царь страшно разгневался, но доказать подлог не мог. Корона весила ровно столько же, сколько было выдано золота. И тут он привлек к делу Архимеда. Нашему математику было поручено хорошенько подумать и доказать факт мошенничества. И Архимед долго-долго ломал голову, но никак не мог установить, присутствует ли в сплаве серебро. И вот однажды он пришел в городские бани, залез в ванну и заметил, что из нее вытекает такое количество воды, каков объем его тела, погруженного в ванну. С криками «Эврика!» он выпрыгнул из ванной и в чем был, то есть голый, побежал к царю. Все так же повторяя «Эврика». «Эврика», если что, переводится как «нашел». Придя к царю, Архимед попросил его изготовить 2 слитка такого же веса, что и корона. 1 серебряный и 1 золотой. А после наполнил сосуд водой до краев и опустил в него серебряный слиток. Соответственное количество жидкости вылилось наружу, и так было определено, какой объем воды соответствует такому весу серебра. После этого он снова наполнил сосуд до краев и опустил в него уже золотой слиток, и воды вылилось меньше. То есть Архимед установил, что при одинаковом весе золото имеет меньший объем, чем серебро. После этого он снова наполнил сосуд водой и опустил в него уже корону. Воды вылилось меньше, чем от серебряного, но больше, чем от золотого слитка. А значит, корона была сделана не из чистого золота, и тем самым кража была доказана.
Архимеда вознаградили, а мастеру пришлось извиняться своей головой. Да уж, странные времена. Голым по улицам бегал Архимед, а извинялся мастер. Иногда эту легенду связывают с открытием Архимедом закона равновесия жидкостей, но это не совсем верно. По факту это было открытие способа определения удельного веса вещества, то есть отношения веса к объему тела. Да и внимательный зритель наверняка подметил, что Архимед сделал даже больше, чем от него требовалось. Ведь чтобы доказать факт кражи, серебряный слиток, в общем-то, и не нужен был. Достаточно было лишь сравнить объем короны с объемом золотого слитка и по разнице определить сам факт наличия примеси. Есть мнение, и, будем откровенны, не лишенное смысла, что вся эта история про Эврику, голову Архимеда и кражу мастера всего лишь легенда, которые приукрасили скучные, но полезные исследования по определению удельного веса. Однако, если обращаться не к легендам, а к дошедшим до нас сочинениям самого Архимеда, то перед нами открывается одна из самых важных работ великого физика под названием «О плавающих телах». История обнаружения этой работы – это вообще отдельный детектив. В начале 20 века датский филолог и математик Йохан Гейберг, известный своими исследованиями работ Архимеда, обнаружил в каталоге Иерусалимской библиотеки математический манускрипт на греческом языке, приблизительно от 10 столетия нашей эры. Оригинальный текст манускрипта, ввиду тогдашнего дефицита бумаги, пытались смыть и нанести поверх другой, что примечательно религиозного характера. Но старый оригинальный текст смыли не полностью, и значительную его часть удалось восстановить. И вот после тщательных исследований выяснилось, что это копия сразу нескольких рукописей Архимеда, среди которых была о плавающих телах. И вот вся соль в том, что работа о плавающих телах на тот момент уже была известна и применялась в гидростатике. Но не было уверенности в том, действительно ли она была написана Архимедом. Однако после такой находки, где было сразу несколько работ нашего героя, все сомнения пропали. Так вот, в плавающих телах приводится ряд постулатов, которые теперь заслуженно называют законом Архимеда. Приводить их все, наверное, смысла нет, текст довольно длинный, поэтому ограничимся лишь 5 и 6 постулатом, которые и представляют собой формулировку закона. Тело, более легкое, чем жидкость, будучи в ней помещено, погружается настолько, что вес вытесненной жидкости равен весу тела. И следующее. Если тело более легкое, чем жидкость, насильно погрузить внутрь этой жидкости, то оно выталкивается вверх силой, равной разности между весом вытесненной жидкости и весом тела. Если непонятно, то вот более простая формулировка. На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Ну, а если и так непонятно, то, наверное, стоит озвучить народную версию, да? Всякое тело, вперто в воду, выпирает на свободу. Силой выпертой воды тело впертого туды. Простите за такой незамысловатый фольклор, но все ради того, чтобы было доступно каждому. Чтобы вы понимали, насколько это универсальный закон, то приведу в пример корабль. Неважно какой, античную трирему или современный пароход Крузенштерн. Так вот, когда мы спускаем его на воду, то, будучи наполненным воздухом или не слишком тяжелым грузом, он остается на плаву и не погружается. Ну, точнее, погружается до ватерлинии, выталкивая при этом воду, равную себе по весу. Надо окно открыть, душно как-то стало. Так вот, остается на плаву он как раз по закону Архимеда. Но если мы продырявим его корпус и он наполнится водой, то очевидно пойдет ко дну. И опять же, по закону Архимеда. Причем это правило работает не только для жидкостей, но и для газов. Воздушный шар или дирижабль наполняют газом, который легче кислорода, и вуаля, шар поднимается вверх до тех пор, пока воздух не станет слишком разреженным и действующие на шар силы не уравняются. А если нужно спуститься, то понемногу выпускайте газ из шара, снижая тем самым концентрацию этого газа.
Так что на выходных можете сводить детей в парк, купить им гелевых шариков и заодно объяснить, что такое закон Архимеда. Вот такое открытие сделал наш дорогой грек более 2000 лет назад. И, казалось бы, эмпирически это и так было понятно. Корабли существовали и до Архимеда. Но, опять же, он описал это не по принципу «ну, очевидно же», а произвел расчеты, поставил эксперименты и определил, какие силы действуют на тело и в какой степени. Это важный шаг от пресловутого метода научного тыка в сторону к расчетному проектированию. В тот век, когда все пользовались физикой Аристотеля, в которой что-то происходит, просто потому что, Архимед точно описал, как это должно работать. Это важно в том плане, что появилось теоретическое описание принципов погружения тел в воду. И если возвращаться, к примеру, с кораблем, то благодаря закону Архимеда мы заранее можем рассчитать и предсказать, как он себя поведет, когда его спустят на воду. Будет ли он держаться на плаву, насколько он погрузится в воду, какое у него будет водоизмещение, или может он сразу перевернется или утонет. Когда на смену эмпирическому знанию приходит теоретическое, появляется возможность уйти от метода проб и ошибок и наперед знать, какой результат мы получим. Ну и раз уж мы заговорили про воду, то можно добавить к сказанному еще одну разработку нашего героя, но на этот раз чисто прикладную. Ряд античных источников сообщает нам об одном специфическом устройстве. С его помощью египетские крестьяне орошают свои поля, моряки откачивают воду из трюма, а горнорабочие – из шахт. И во всех этих текстах устройство описывают как изобретенный Архимедом Сиракузским бесконечный винт. Сейчас это называют водоподъемный винт Архимеда, и он представляет собой до гениальности простое устройство. Труба не обязательно стеклянная, а внутри такой вот спиральный винт. Одним концом это погружают в воду, наклоняют и начинают вращать. И смотрите, какой фокус происходит. Пока винт вращается, внутри образуются, скажем так, карманы, которые поднимают воду вверх, и тем самым мы можем довольно быстро выкачать всю воду из первой емкости и перелить ее во вторую. Своего рода бесконечный водяной насос, который, как я сказал, применяли и в сельском хозяйстве Египта при разливе Нила, и для выкачивания воды из самых разных мест, и даже для создания первых водопроводов. А с учетом такого широкого применения, да еще и на протяжении многих столетий, размеры таких устройств порой были весьма впечатляющими. Да, такой маленькой трубкой много воды не накачаешь, но представьте себе механизм в несколько раз крупнее. Более того, Архимедов винт стал прообразом современного шнека и винтового конвейера, и даже сегодня им пользуются абсолютно все, от домохозяек и фермеров до строителей и нефтяников. По этому же принципу работает самая обыкновенная кухонная мясорубка. Шнек неумолимо проталкивает мясо вперед, где его ласково обрабатывают ножи. Обычное строительное сверло имеет спиральные прорези, то есть шнеки, через которые стружка выходит на поверхность, а не скапливается внутри. Шнеки применяют для бурения скважин в земле или прорубей во льду. Шнек применяется в зерновых комбайнах, в производстве пластмассы, даже в производстве макарон. С этим изобретением Архимеда или продуктами, полученными при его использовании, мы сталкиваемся буквально каждый день. И очередное привычное нам устройство оказалось древней разработкой нашего героя. А знаете, чем мы еще пользуемся очень часто? Рычагом. Да, изобретение и такой широко распространенной вещи относят к Архимеду. Есть даже легенда, согласно которой наш физик однажды сказал: «Дайте мне место, где я мог бы стоять, и я подниму Землю». Хотя иногда немного перефразируют и говорят: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». Плутарх, в свою очередь, рассказывает, что однажды Архимед сказал своему другу и родственнику царю Гейрону, что данной силой можно поднять любую тяжесть. И если бы у него была другая земля, то он бы перешел на нее и сдвинул с места нашу. Хорошо, что Архимед не был пифагорейцем и в существование антиземли не верил. Гейрон стал просить его доказать свои слова и привести в движение что-то большое. Тогда Архимед приказал вытащить царскую трирему на берег, что было сделано с помощью огромного числа людей.
Потом он приказал нагрузить ее грузом и командой, а потом сел на камушек, потянул без видимого усилия за рычаг, и корабль стал двигаться по земле так плавно, будто бы шел по воде. Таким образом, изобретение рычага было сопровождено эффектной демонстрацией. Вот только есть тут одна проблемка. К тому моменту рычаг уже был известен, и Архимед его не изобретал. Долгое время открытие рычага относили к Аристотелю и его сочинению «Механические проблемы». Но потом оказалось, что эту работу написал не Аристотель, а один из его последователей Стратон. И в ней он описывал и рычаг, и колодесный журавль, и даже полиспаст. В общем, рычаг Архимед не изобретал. Все эти устройства были описаны в механических проблемах до него. Однако написан этот текст в виде вопросов и ответов, и отсутствие ясности в постановке задач местами приводило к путанице и совершенно неверным выводам. И вот в противоположность всем этим нечетким рассуждениям Архимед противопоставил свои предметные исследования. Неправильно говорить, что Архимед изобрел рычаг. Он скорее открыл закон рычага, то есть четко объяснил, по какому принципу он работает и как добиться увеличения его эффективности. Начал он с разработки такого понятия, как центр тяжести. Сначала у плоских идеальных фигур на бумаге, а затем и у объемных в реальности. Дальше он разрабатывает принципы равновесия и следом выводит тот самый закон рычага. Соизмеримые и несоизмеримые величины уравновешиваются на длинах, которые будут обратно пропорциональны их тяжестям. Получается, что если мы хотим уравновесить два предмета разной тяжести, то для легкого предмета нам нужно длинное плечо, для тяжелого – короткое. И это работает не только на примере таких вот небольших предметов. В определении неспроста мелькают несоизмеримые величины. То есть, если представить себе фантастически длинный рычаг, то один человек может силой своего мизинца сдвинуть и целую планету, о чем и говорит Архимед. То есть, какой бы ни была разница в тяжестях двух произвольных тел, маленькой, огромной или несоизмеримой, подобрав правильный по длине рычаг, их можно уравновесить. Конечно, чисто с практической точки зрения невозможно создать рычаг такой длины, чтобы перевернуть Землю. Это где-то в районе Сатурна нужно встать. Да и той самой точки опоры в космосе вообще-то нет. Но, как вы понимаете, это лишь красноречивое объяснение глобальности этого принципа. Да и на этом наш физик не остановился. И вместо того, чтобы городить огромные рычаги, принялся искать способ увеличить выигрыш в силе за счет передаточных шестеренок. Если мы возьмем малое и большое зубчатое колесо с соотношением радиусов 1 к 5, то получим на большом колесе выигрыш в силе равный 5. Спасибо, Кэп. Но если к малому колесу мы приставим еще одно такое же, то получим выигрыш в силе в 25. Если ко второму приставить третье, то получим 125. И так далее, пока не достигнем каких-то невообразимых выигрышей в силе. И в итоге эту закономерность можно сформулировать так. Общее передаточное отношение механизма равно произведению передаточных отношений всех его звеньев. Разумеется, такой выигрыш в силе мы бы смогли получить только в идеальном мире, где, как минимум, не существует силы трения. В реальности, конечно, результаты получатся скромнее, но это тоже очень большие значения. Конечно, мы не знаем, реальна ли легенда о том, что Архимед одной рукой сдвинул корабль, но то, что с такими знаниями он мог это сделать, мы можем не сомневаться. Как вы могли заметить, в описанных мной свидетельствах об Архимеде уже неоднократно звучали астрономические понятия и порой поистине космические масштабы явлений. И приводились они не только для того, чтобы подчеркнуть глобальность открытий, но и подчеркивали искреннюю заинтересованность нашего героя вопросами небесных светил. Разбирая историю Архимеда, мы не можем, да и не будем опускать и его работы, связанные с астрономией, ведь в этой области науки наш герой тоже оставил свой след. Каждый раз, когда я рассказываю вам об истории античной или средневековой астрономии, витиеватая дорожка повествования неизбежно приводит нас к работам Александрийского математика Клавдия Птолемея и к его монументальному труду «Великое построение»,
которая на Востоке получила непереводимое название «Альмагест». Эта книга стала квинтэссенцией геоцентризма и на 1500 лет стала фундаментом вычислительной астрономии, пока ее не сменили работы Кеплера и Ньютона. Я об этом уже не раз рассказывал, и вот сегодня вроде как речь идет об Архимеде, и тем не менее, Альмагест снова у меня в руках. Дело все в том, что в Альмагесте Птолемей наряду с данными Гипарха и Метона приводит измерительные данные Архимеда. В частности, Александриец ссылается на нашего героя в вопросах измерения длительности года, что уже само по себе говорит об отношении к Архимеду как к авторитетному наблюдателю неба, хоть хронологическая пропасть между ним и Птолемеем составляет более 4 столетий. И восприятие нашего героя именно как астронома не ограничивается упоминанием в Альмагесте. Римский писатель Тит Ливий называл Архимеда единственным в своем роде наблюдателем неба и звезд. Цицерон восхвалял его чудесное понимание небес. Даже христианские обличители ереси ссылаются на вычисления Архимеда. Так что же такого сделал наш математик и физик на поприще музы Урании, что о нем говорят в подобных выражениях? Для начала обратимся непосредственно к сочинениям Архимеда, а именно снова заглянем в трактат об исчислении песчинок. Помимо измерения размера Вселенной и арифметической ценности, мы можем обнаружить одно интереснейшее свидетельство Архимеда, крайне важное для истории античной астрономии. Я бы даже сказал, одно из самых важных свидетельств. В посвящении Гелону, сыну сиракузского царя, Архимед приводит следующие слова. Как ты знаешь, большинство астрономов называют миром шар, центр которого совпадает с центром Земли, а радиус равен прямой, заключенной между центрами Солнца и Земли. Но Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается по окружности между Солнцем и неподвижными звездами. Сфера звезд так велика, что круг, по которому обращается Земля, также относится к расстоянию до неподвижных звезд, как центр сферы к ее поверхности. Если вам показалось, что это очень похоже на систему Коперника, то вам не показалось. Это буквально гелиоцентризм. В центре Вселенной находится неподвижное Солнце, Земля обращается вокруг него, а звезды удалены от нас на огромное расстояние. И это единственный исторический пример того, что в античности кто-то публично и письменно выдвинул идею обращения Земли вокруг Солнца. Однако дальше биографы резко прерывают цитату Архимеда, дабы не очернять его память. Потому что буквально в следующем же абзаце он утверждает, что такая система мира невозможна. По большей части его смутили некорректные математические формулировки Аристарха, типа отношения центра сферы к ее поверхности. Звучит так, будто бы центр — это что-то объемное, а не бесконечно малая точка. И, тем не менее, дальнейший подсчет песчинок Архимед приводит, исходя из размеров Вселенной, приведенных как раз в системе Аристарха. Но не обманывайтесь, это не значит, что Архимед косвенно поддерживает гелиоцентризм, выбирая для расчетов именно эту модель. Он ведь поставил себе задачу разработать систему очень больших чисел. А на чем ее применять, если не на модели самой большой Вселенной? Гигантская удаленность до звезд у Аристарха – это прекрасная возможность поупражняться в выведении огромных цифр, но не более. Однако, при всем этом мы должны сказать огромное спасибо Архимеду за приведенное свидетельство, ведь упомянутая книга Аристарха до нас не дошла, и сообщение Архимеда – это единственное, хоть сколько-то подробное описание античной гелиоцентрической системы. Есть еще очень беглые и обрывочные упоминания Аристарха у Плутарха и Диогена Лаэртского, где сообщается, что за эту систему его обвинили в безбожии, но каких-то астрономических деталей там не приводится. И на этом все. Если бы не трактат об исчислении песчинок, вероятно, никто бы так и не узнал, что в III веке до нашей эры была выдвинута идея обращения Земли вокруг Солнца, до которой додумаются только спустя 2000 лет.
Однако в контексте данной истории Архимед предстает лишь как свидетель или исторический источник, что, согласитесь, не тянет название великого астронома. Что же он сделал сам для того, чтобы называться таковым? Во все том же исчислении песчинок Архимед пытался измерить расстояние до Солнца, для чего нужно было определить его видимый диаметр. Архимед описывает нестандартный метод измерения с помощью небольшого цилиндра и линейки, который он направил на утреннее солнце, когда оно только встало из-за горизонта, и еще позволяет без ущерба для глаз проводить прямые наблюдения. Довольно простой, я бы даже сказал, примитивный метод. Сложно впечатлить таким угломерным прибором в тот же самый век, когда Эратосфен изобрел армиллярную сферу. Но удивляет то, что наш герой, стремясь к максимальной точности измерений, учитывал такие вещи, о которых в то время никто и не задумывался. А именно, он учел диаметр человеческого зрачка, который хоть и мал, но является некой площадью, а не точкой. Помимо этого, он учитывает, что проводит наблюдение с поверхности Земли, а не из ее центра, что в таких вещах как бы тоже важно. В итоге он определил, что видимый диаметр Солнца лежит в диапазоне от 27 угловых минут до 35. И он не ошибся. Угловые размеры Солнца составляют 32 угловых минуты дуги, что очень близко к верхнему пределу, установленному Архимедом. И удивляет здесь то, что, имея настолько простейший инструмент, наш герой оказался не так уж далек от верного ответа. Кому-то может показаться, что 2 угловых минуты – это довольно высокая погрешность, но, наверное, это так кажется после истории про Тихо Браги, где в погоне за точностью датчанин доходил до долей секунды. Однако в те дремучие времена такая педантичность нормой не была. В том же Альмагесте погрешности измерений порой доходили до десятков минут. И, казалось бы, измерил ты видимый диаметр Солнца, и что? Важно то, какое развитие получили эти измерения. Самым интересным в сохранившемся астрономическом наследии Архимеда являются так называемые числа Ипполита. Ипполит был христианским епископом, жившим в Риме во II веке нашей эры, где-то чуть позже Птолемея. Он занимался обличением ереси и вел активную литературную полемику со взглядами, противоречащими раннему христианству. И его особенность заключалась в том, что, опровергая очередную ересь, Ипполит довольно подробно излагал, в чем она заключалась. Тот самый случай, когда пытался бороться со злом, но в итоге его популяризировал. И вот, разбирая мнения разных астрономов, касающиеся размеров Вселенной, он приводит величины межпланетных расстояний, вычисленные Архимедом. Об авторстве нашего героя здесь говорит не только прямое упоминание имени, но и то, что эти размеры приводятся в тех самых мириадах мириад. А раз эта система счета не прижилась, и никто, кроме Архимеда, ей толком и не пользовался, то мы с большой долей уверенности можем сказать, что расчеты эти действительно произведены им. Так вот, если мы сопоставим эти цифры друг с другом и попытаемся построить по ним модель Вселенной Архимеда, то обнаружим, что в центре мира, как уже понятно из высказываний об Аристархе, будет Земля. Вокруг нее обращаются Луна и Солнце, что также неудивительно. Но дальше нас ждет определенный сюрприз. Меркурий, Венера и Марс вращаются у Архимеда не вокруг Земли, а вокруг Солнца. При этом Марс, как ему и положено, может оказываться и за Землей, и по ту сторону от Солнца, что и должно объяснять такие большие перемены в его видимой яркости. Это что, получается, наш герой предвосхитил еще и систему Тихо Браги? Ну, не совсем. Юпитер, Сатурн и сфера неподвижных звезд у Архимеда все так же вращаются вокруг Земли, так что полного совпадения с системой Тихо не получается. Однако тут есть и еще одна интересная деталь. Обратите внимание на то, что орбита Марса пересекается с орбитами Юпитера и Сатурна. Это, конечно же, неверно, но такое пересечение говорит нам о том, что Архимед не принимал концепцию твердых хрустальных сфер Аристотеля. Он, видимо, считал, что планеты — это отдельные тела, движущиеся в пространстве. Получается довольно оригинальная для античности система мира. Что-то среднее между геоцентризмом и компромиссной моделью Браги. Компромиссная модель получается. И можно, конечно, сказать, что система эта неверна и нашего внимания не заслуживает.
Но мне кажется, что так рассуждать не стоит. Да, система ошибочна, но такое построение свидетельствует о самостоятельных попытках Архимеда понять устройство Вселенной. Он не копирует взгляды предшественников, не пересказывает Аристотеля и не берет на веру систему Аристарха. Он пытается разобраться сам, и, судя по этим построениям, сделал довольно важный шаг в сторону от геоцентрической концепции. Важность заключается в том, что это одна из последних попыток разработать альтернативу системе Аристотеля. Все, что предложит нам астрономия последующих веков, это лишь доработки геоцентрической системы. Гиппарх, Птолемей, Теон Александрийский, астрономы Востока. Никто из них не пытался построить Вселенную иначе. Все они исходили из постулата о центральном положении Земли во Вселенной и всех объектов, вращающихся вокруг нее. И по-настоящему переосмыслить устройство мира предложит лишь Николай Коперник. Раз уж мы с вами тут стремимся как можно внимательнее разобраться в истории астрономии, то мы обязаны обращать внимание на любую попытку отойти в сторону от Аристотеля. И Архимед в данном контексте для нас является очень важной фигурой. Но раз мы встречаем эти его данные только в работах Ипполита, значит, широкого распространения такие взгляды не получили, хоть и сохранились в письменном виде спустя 4 столетия. Но и на этом свидетельства об астрономической деятельности Архимеда не заканчиваются. Как я уже не раз подчеркивал, наш герой стремился не только к теоретическим знаниям, порой не имеющим физического воплощения. Он был еще и практиком, а также изобретателем. И одним из самых знаменитых его творений был легендарный звездный глобус. Марк Туллий Цицерон в своих диалогах приводит описание особого небесного глобуса, который римляне вывезли из Сиракуз после захвата и разграбления города. По словам потомка римского полководца Марцелла, непосредственно командовавшего захватом, это главный шедевр Архимеда и самый ценный трофей, что удалось вывести из Сиракуз. Марцелл украсил им свой дом и демонстрировал гостям как удивительную реликвию. И речь, как вы уже поняли, идет не о простом шарике, на который нанесли положение звезд, эклиптику и экватор. Нет. Судя по описанию Цицерона и еще нескольких людей, видевших это устройство в работе, оно было механизировано, а именно показывало движение Солнца и Луны, изменение ее фаз, а также положение 5 блуждающих звезд, то есть планет. Причем, чтобы привести механизм в движение, достаточно было повернуть рукой сам глобус, и подвижные светила, как по волшебству, начинали перемещаться по эклиптике. То есть Архимед сделал не просто глобус, он сделал механический планетарий. Но, увы, изобретение до наших времен не дошло, как и трактат Архимеда, описывающий его устройство. А такой, судя по всему, был. Есть лишь несколько свидетельств людей, видевших это чудо своими глазами, и едва ли они точно понимали, как он работает. Тема с глобусом Архимеда получается довольно сложной, и если мы попытаемся его реконструировать, то можем представить себе лишь его приблизительное устройство. Само движение светил, судя по всему, было реализовано по системе гомоцентрических сфер Евдоксия и Аристотеля. Эпициклические движения планет тогда еще только разрабатывались. Внутри, по идее, была организована цепочка из шестеренок, которая вращала сферы или кольца, к которым были прикреплены макеты светил. А вот что касается отображения фаз Луны, то мы можем предположить сразу 2 варианта визуализации, которыми пользовались в те времена. Первый – это совмещение 2 дисков, одного с хитрым рисунком, а другого с отверстием. Диски накладываются друг на друга, и при повороте демонстрируется изменение фаз. Да, метод не совсем корректный, по крайней мере в отображении фаз, близких к полнолунию. Ведь изгиб линий светотени, как еще говорит Терминатор, направлен не в ту сторону и больше похож на затмение, чем на лунные фазы. Поэтому придумали еще один вариант. Берется обычный шарик, одну его половину красят в белый цвет, другую в черный. И далее шарик просто крутится вокруг своей оси и демонстрирует нам текущую фазу уже вполне корректно. Забавно, что этот метод придумали как раз исходя из предположения, что Луна физически окрашена наполовину в белый, наполовину в черный, а смена фаз вызвана ее вращением вокруг оси.
То есть визуализация была создана не как условная демонстрация, а как буквальная, описывающая реальный физический поворот. Какой именно метод использовался в глобусе Архимеда, сказать сложно. Как и более-менее предметно представить себе систему шестеренок, вертевших сферы планет. Можно, конечно, удариться в гипотетические реконструкции, которых сейчас полно, но имея такие исходные данные об устройстве, они получатся, слишком уж гипотетическими. К сожалению, точно описать этот прибор, поразивший современников, не представляется возможным. Но удивительно то, что очевидцы описывали его вплоть до 5 века нашей эры, то есть спустя 700 лет после гибели Архимеда. В таком случае, конечно, возникает вопрос, описывают ли свидетели один и тот же глобус или разные его воплощения, разбросанные по столетиям. У некоторых историков и вовсе закрадывается сомнение в реальности этого изобретения. А был ли мальчик, в смысле глобус? Может, речь идет всего лишь о каком-то чертеже? Вероятнее всего, глобус все-таки был и на протяжении столетий хранился римлянами как великое сокровище. Но каким он был и что с ним в итоге стало, ответить, увы, не получится. Конечно же, на основании таких вот свидетельств с именем Архимеда связали и еще одну находку начала 20 века. Речь, конечно же, об антикительском механизме, который обнаружили на месте древнего кораблекрушения на дне Эгейского моря в 1900 году. Место находки расположено возле острова Андикитера, отсюда и такое название. Поясняю, чтобы никто не говорил, мол, это какой-то там антикитайский прибор. Так вот, после многочисленных серий исследований, длившихся много десятилетий, было установлено, что это как раз механический планетарий, отображающий положение Солнца, Луны, ее фаз, как раз за счет вот такого шарика, и 5 планет на зодиакальном круге. Только реализован он был не в виде глобуса, а в виде такого вот прямоугольного короба. Механизм точно так же приводился в движение одной лишь ручкой и учитывал такие сложные аспекты небесной механики, как ретроградное движение планет. На первый взгляд описание совпадает полностью. Может, это и есть тот самый глобус Архимеда, а ученые скрыли от нас, что звездное небо — это не сфера, а коробка, накрывающая Землю. Нет. То, что Архимед не является изобретателем антикительского прибора, мы можем говорить с абсолютной уверенностью. Почему? Потому что в этом механизме при движении стрелки Луны была учтена лунная аномалия, открытая астрономом Гипархом. А он вообще-то родился спустя лет 40 после смерти Архимеда. Прибор датирован второй половиной 2 века до нашей эры. То есть почти спустя 100 лет после гибели нашего героя. Но авторам Индианы Джонса такие нюансы не помеха, и в последней части приключений престарелого археолога устройство напрямую называется механизмом Архимеда. Если и связывать антикительский механизм с именем сиракузского математика, то лишь через каких-либо его учеников или последователей, но таких людей история не знает. И большой вопрос, а были ли они вообще? Своей философской школы у Архимеда, судя по всему, не было, и вопрос продолжателей его дела обстоит очень туманно. Куда более вероятным изобретателем этого устройства сейчас считают как раз самого Гипарха. Он и жил в подходящее под датировку время, и его открытия в приборе учтены, и шел тот самый затонувший корабль, судя по всему, с острова Родос, где всю свою жизнь Гипарх и провел. А вот насколько работы и достижения Архимеда повлияли на появление такого прибора, вопрос уже другой. Если тот самый глобус действительно существовал, то неудивительно, что кто-то мог усовершенствовать задумку и воплотить в виде таких вот часов. Связь как бы напрашивается сама собой. Описание глобуса и реконструкции Антикитеры действительно во многом похожи, но напрямую их связывать мы все равно не можем. Итак, что по итогу мы узнали об Архимеде как об астрономе? По факту не так и много. Измерение видимого диска Солнца, расчет расстояний до светил, изобретение полулегендарного глобуса. Но даже эти крупицы информации свидетельствуют о большом интересе нашего героя к небесной науке. Он бы не смог соорудить такой планетарий и произвести расчеты расстояний, если бы не был искушен в тонкостях движений светил.
Есть мнение, что какие-то сочинения Архимеда на тему астрономии до нас просто не дошли, и мы не знаем истинных масштабов его астрономических работ. Но что мы знаем точно, это то, что его вспоминали как выдающегося астронома, наблюдателя и изобретателя на протяжении почти 1000 лет. Как вы могли заметить, биографических сведений об Архимеде до нас практически не дошло. Каким человеком он был? Мудрецом не от мира сего или прагматичным творцом, знающим, как и когда можно применить научные знания на практике? Сложно сказать, каким он был на протяжении жизни, но его последние годы нам известны. И в первую очередь они связаны с осадой Сиракуз римлянами и участием Архимеда в обороне города. И, конечно, я говорю не о том, что престарелый математик взял в руки щит и меч и рубился на передовой с легионерами. Нет, речь идет об организованной Архимедом обороне города, а именно о широком применении его изобретений в бою. Благодаря дошедшим до нас описаниям осады, начавшейся в 214 году до нашей эры, Архимед вошел в историю не только как физик и математик, но и как выдающийся военный инженер. Причем славу об изобретениях распространили сами римляне, пораженные такими устройствами и эффективностью их применения. И тут, конечно, возникает вопрос, а мы точно говорим об одном и том же человеке? Только что перед нами рисовался образ задумчивого математика и физика, а теперь перед нами стратег и эксперт в военном искусстве. На самом деле, во всех этих оборонительных машинах четко прослеживаются плоды научных занятий Архимеда. И вся эта история с защитой города является одним большим подтверждением того, как эффективно Архимед мог находить практическое применение математики и физики. Чтобы реконструировать эти события и понять, с чего вообще началась осада Сиракуз, нам предстоит обратиться к римскому историку Титу Ливию, в силу того, что он приводит наиболее подробное описание хода конфликта и его причин. Возможно, вас сейчас смутило то, что историю о захвате и разграблении города римлянами мы будем изучать в интерпретации самих римлян, но места, где Ливий сглаживает углы, довольно хорошо заметны, и у нас будут все шансы докопаться до какой-то более-менее объективной картины. Эта история начинается в 215 году со смерти сиракузского царя Гиерона, того самого друга и предполагаемого родственника Архимеда. Царство перешло в руки 16-летнего внука Гиеронима, самонадеянного, испорченного роскошью и неспособного распорядиться не то чтобы властью, а даже самим собой. Не совсем понятно, куда на тот момент делся сын Гелон, к которому Архимед обращался в исчислении песчины. Видимо, до тех событий Гелон не дожил. Ну так вот, почивший царь Гиерон, по выражению Ливия, был большим другом римского народа и до конца своей жизни сохранял мир. Правда, под этой, с позволения сказать, дружбой Тит Ливий имеет в виду вынужденный союз, который Гиерон заключил с Римом после Первой Пунической войны. Это был союз побежденного с победителем, и Сиракузы хоть и не попали в полное подчинение Риму, но все же находились под его сильнейшим влиянием. И вот Гиерон умер. На смену ему пришел молодой и недалекий внук, который сразу проявил себя как распущенный и крайне жестокий правитель. Большая часть его опекунов и советников сбежали, опасаясь репрессий по поводу и без. Остались трое. Два дяди царя, Адранодор и Фемистит, и некий Трасон, о котором мы практически ничего не знаем, за исключением того, что он был сторонником прежнего курса правления, то есть дружбы с Римом. А вот дяди нашептывали царю на ушко, мол, хватит уже терпеть унижение от этой в кавычках дружбы, и пора бы уже посмотреть в сторону более перспективного союзника – Карфагена. На тот момент уже 4 года, как шла Вторая Пуническая война, и карфагенское войско под руководством знаменитого полководца Ганнибала активно так навешивало Римской республике, грозясь дойти аж до самого Рима. Особенно показательным был разгром римских войск в битве при Каннах.
На фоне этих событий дружба с Карфагеном выглядела действительно более перспективной. И, надеясь вырваться из-под влияния Рима, Гиероним послал к Ганнибалу посольство и предложение союза против республики. Противодействовать всему этому безуспешно пытался тот самый Трасон, третий советник царя. Он настаивал на том, что слишком рано менять союзные стороны, и ход войны еще может перемениться в пользу Рима. Однако в этот же момент был вскрыт заговор против царя. Удалось даже задержать одного подозреваемого, который на допросе под пытками, не желая выдавать своих истинных подельников, указал на Трасона, который был моментально казнен. Так и оборвалась последняя ниточка между Римом и Сиракузами. И, кажется, здесь наш источник снова лукавит. В описании Ливия Трасон назван ни в чем не повинной жертвой оговора за участие в еще даже не состоявшемся заговоре. Однако у Полибия этот эпизод тоже вскользь упоминается, и назван он там не заговором, а состоявшимся покушением. Создается впечатление, что Тит Ливий, хоть и приводит самое подробное описание событий, все же умалчивает о некоторых фактах, дискредитирующих Рим. И, в общем-то, можно считать вполне вероятным участие Трасона в заговоре с целью предотвратить союз с Карфагеном. Так или иначе, последняя дружеская связь с Римом действительно оборвалась. К тому же на тот момент в Сиракузы прибыли двое посланников от Ганнибала – Эпикид и Гиппократ. Это не тот самый Гиппократ, который врач. Так, на всякий случай. Эти двое происходили от Эллина, когда-то жившего в Сиракузах, но изгнанного за свою связь с Карфагеном. Так что в некотором роде это можно назвать возвращением семьи на свою историческую родину. В общем, при их участии был заключен договор, что на Сицилии высадится карфагенское войско в поддержку армии Сиракуз. Общими силами они прогонят римлян, а после разделят контроль над островом пополам. Западная часть отойдет Карфагену, а восточная – Сиракузам. Союз с Римом был окончательно расторгнут, но еще до того, как на остров прибыло подкрепление от Карфагена, случился новый заговор, уже среди солдат. Гиероним вместе со своей свитой каждый день ходил на городскую площадь через одну узенькую улочку. Заговорщики засели в одном из домов на этой улице и, дождавшись, когда царь пройдет мимо, один из них преградил путь свите под видом, что поправляет застежку на своей сандале. В это же самое мгновение в царя, оставшегося в одиночестве, вонзилось сразу несколько мечей, и он замертво рухнул на землю. Отделенная от правителя свита слишком поздно поняла, что произошло, и все, что она успела сделать, это метнуть несколько копий в поправлявшего сандали, да и то смертельных ранений он не получил. На этом 8-месячное правление Гиеронима закончилось. Так описывает это убийство Тит Ливий, подчеркивая, что это инициатива солдат и никакого влияния Рима здесь нет. И уж точно ни в коем случае это не явилось местью республики за предательство и расторжение мирного договора. Нет, ну вы что? Они все сами придумали, им никто не помогал. И поначалу, на фоне таких новостей, в войске чуть не вспыхнул мятеж. Солдаты требовали казнить заговорщиков и омыть тело царя в их крови. Но очень быстро все пришли к мнению, что не очень-то они и любили жестокого и распущенного царя. Да и вообще, хватит уже этой тирании и единоличного правления. Нужно провести демократические выборы и сформировать совет правителей, которые и решат, что же делать дальше. В итоге римская партия совершила переворот, но полностью захватить власть ей не удалось. Симпатии голосовавшего народа оказались на стороне Карфагена, и помимо самих убийц-заговорщиков, в совет правителей были избраны и два дяди убитого царя – Адранодор и Фемистит, которые, если вы еще не запутались, выступали за дружбу с Карфагеном, так что метания из стороны в сторону продолжились. А тем временем кольцо вокруг Сиракуз сжималось. На севере Сицилии высадились сухопутные римские войска Аппия Клавдия, а с востока надвигался римский флот под руководством консула Марка Марцелла. Сам факт приближающихся римских войск оказался весомым аргументом, и на фоне надвигающейся угрозы, угадайте что?
Правильно, случился еще один заговор, в результате которого были убиты эти самые дяди царя из Карфагенской партии. Прям заговор на заговоре, но опять при попытке полного захвата власти помешала такая неудобная штука, как народные выборы. И когда встал вопрос, кому народ доверяет в достаточной степени, чтобы верить ему свою дальнейшую судьбу, то внезапно оказалось, что кандидатов-то уже особо и нет. Такое бывает, когда всех без конца казнят и режут в подворотнях. И когда во время выборов над городской площадью повисла гробовая тишина, откуда-то сзади донесся крик: давайте изберем этих самых посланников Ганнибала, Гиппократа и Эпикида. Ну а что, корни у них сиракузские, право быть гражданами они имеют. Значит, имеют право стать и правителями города. И через минуту уже вся площадь скандировала их имена. В итоге правителями были назначены карфагенские посланники. Римская партия окончательно потеряла сторонников после того, как Клавдий и Марцелл в качестве акта устрашения разграбили один из городов Леонтины к северу от Сиракуз. Римляне вырезали все мужское население города, тем самым надеясь продемонстрировать силу и внушить страх, но добились совершенно обратного эффекта. Сиракузяне не испугались, а озлобились, и более никаких вариантов, кроме открытой войны, никто уже рассматривать не стал. Римляне пошли на Сиракузы, и началась решающая в нашей истории битва. На город, только что переживший смуту, надвигался сильный и жестокий враг. До штурма оставалось несколько дней, и все силы горожан были брошены на подготовку к битве не на жизнь, а на смерть. Гиппократ и Эпикид были опытными военачальниками, прошедшими не одно сражение, но здесь они были новичками и не могли в совершенстве знать систему обороны города, длина стен которого протянулась на 18 километров. И вот тут на сцену выходит Архимед, который по факту и возглавил оборону города, а двое правителей были лишь исполнителями его советов. Все дело в том, что задолго до всех этих событий, еще при живом дедушке-царе, Архимеду было поручено возведение оборонительных машин для защиты города от возможных нападений. И вот время пришло. По плану римлян, Клавдий должен был ударить по суше, пробить осадными орудиями брешь в стене и прорваться в город. Марцелл, в свою очередь, должен был атаковать с моря флотом численностью не менее 60 судов. Планировалось подойти к стенам вдоль берега и с помощью осадных башен пробраться внутрь. После захвата Леонтин с первого же приступа римляне были уверены в своей быстрой победе, и все именно так и случилось бы, если бы не Архимед. Как пишет Полибий, римляне без проблем захватили бы город за один день, если бы кто-то изъял из среды сиракузян одного этого старичка, но он был и причинил множество бед римскому войску. Дальше мы будем больше опираться на довольно подробное описание осады Полибием, ввиду его близости по времени к описанным событиям. 50 лет это все-таки чуть более надежно, чем не самый объективный Тит Ливий, живший спустя почти 2 столетия. Когда Марцелл с флотом двинулись на город, первое, что применили обороняющиеся, это особые метательные машины, изобретенные Архимедом и способные выбрасывать снаряды на любые расстояния. Враги были еще далеко от города, когда Архимед из своих больших дальнобойных машин стал поражать их корабли множеством тяжелых снарядов и стрел. Когда Архимед замечал, что снаряды попадают слишком далеко, он пускал в ход меньшие машины, соответственно, нужному расстоянию. Тут, наверное, следует давать пояснения по поводу каждого типа устройств, применявшихся при обороне. Метательные машины к тому времени новинкой уже не были. Ту же катапульту относят приблизительно к 5-4 векам до нашей эры. Но в тексте Полибия делается особый акцент на их размере и дальнобойности. Для очень больших расстояний применялись большие машины, для расстояний поменьше, соответственно, малые. Но какие именно, не совсем понятно. Можно, конечно, предположить, что Архимед внес какие-то невиданные усовершенствования в уже известное устройство, но тут Полибий ничего конкретного не описывает. Однако, дальше интереснее.
Для штурма стен с моря римляне применяли так называемые самбуки, когда два корабля связываются вместе, а на палубе устанавливается специальный штурмовой трап. И вот когда самбуки приближались к стенам, осажденные тотчас применяли свои машины, находившиеся внутри городских стен и остававшиеся до этого незаметными. Когда надо было пустить их в дело, они поднимались над бастионами и высовывали за укрепления свои клювы, в которых несли бревна или камни, весившие не меньше четверти тонны. И как только самбуки приближались к стенам, эти клювы открывались и сбрасывали камни на корабли, уничтожая не только самбуки, но и сам корабль, вместе с находившимися на нем воинами. Я своего рода тоже уничтожитель самбуки. Ладно. Интересное устройство получается. То есть это уже не метательное орудие. Оно ничего не запускает. Оно просто сбрасывает тяжелый груз на врага. И хотелось бы, конечно, чуть более подробного описания такой машины. Но, судя по всему, следующее устройство, приведенное Полибием, имеет очень схожее строение. Когда приближались вражеские корабли, по приказу Архимеда опускалась железная лапа, привязанная к цепи. Этой лапой машинист, управляющий словно рулем, захватывал нос корабля и поднимал его из воды, ставя судно отвесно на корму. Затем лапа и цепь отделялись от механизма, и корабли либо падали на бок, либо совершенно опрокидывались, наполняясь водой и погружаясь к ужасу тех, кто на них находился. Какой-то совершенно чудесный корабль-переворачиватель получается. То есть машина хватается за нос, достает корабль из воды и бросает его вниз. Немного напоминает игровой автомат, где нужно достать игрушку из ящика, только тут нужно вытащить многотонное судно. Сложно в такое поверить, но другие источники, Тит Ливий и Плутарх, приводят очень похожее описание машины. Причем у Плутарха оно еще более фантастичное. Корабль не просто вытаскивается из воды, но еще и бросается об скалы, начисто разбиваясь. Но, кажется, это уже перебор. Вне всяких сомнений, такие описания очень сильно приукрашены. Чтобы вытащить римскую тририму из воды, нужна грузоподъемность в сотни тонн. Но на самом деле целиком ее вытаскивать и не нужно было. Достаточно было лишь приподнять носовую часть корабля, и опустившаяся в воду задняя часть судна мгновенно начнет набирать внутрь воду через окна для весел и люки в палубе. Так что здесь достаточно было просто продержать корабль в таком положении некоторое время, после отпустить и дать ему спокойненько утонуть самостоятельно. Если это работало так, то мы имеем дело уже со вполне реальной машиной. К тому же знания Архимеда в области гидростатики и всего, что касалось закона рычага, делают такую задачу выполнимой. Так что можно представить, как могла выглядеть подобная машина. Согласно представлению ряда реконструкторов, выглядело это приблизительно так. Похоже на самый обычный подъемный кран. Толстая балка, выполняющая роль стрелы, находилась в положении равновесия, что позволяло управлять ей, как сказал Полибий, силами одного машиниста. На одном конце был полиспаст с крюком, который и захватывал корабль, а на другом полиспаст с противовесом, за который тянули и поднимали судно. Получалось как-то так, и, конечно, при таком не самом огромном выигрыше в силе силами одного человека корабль не поднимешь, но когда у тебя в распоряжении все население Сиракуз, желающее спастись от завоевателей, то можно пристроить к этому делу несколько десятков мужчин, или может даже лошадей. Тогда и сил приподнять корабль будет достаточно. Конечно, это звучит не так круто, как волшебный корабль-переворачиватель, швыряющий триремы об скалы. Но чтобы потопить корабль или опрокинуть самбуку, этого вполне достаточно. Да и выпендриваться эффектными бросками, в общем-то, было некогда. Что касается метода захвата, то есть принципа работы крюка, то предполагается, что это был либо обычный крюк, хватающий трирему за ее таран, либо это были самозатягивающиеся клещи со вспомогательными канатами и предохраняющим кольцом. То есть в нужный момент вы тянете за канат, клещи сжимаются, хватая объект, а кольцо поднимается, не давая клещам разомкнуться.
При таком механизме, чем больше вес захваченного объекта, тем сильнее сжимаются клещи. И когда вам нужно уже отпустить вашу жертву, то просто рубите весь канат с клещами и приносите его в жертву Посейдону вместе с вражеским кораблем. Механизм, который сбрасывал на врагов бревна и камни, видимо, был устроен схожим образом. Отличалась только сама клешня, рассчитанная не для захвата корабля, а для удержания тяжелого груза. Так что никаких проблем с реализацией таких машин, по крайней мере у Архимеда, возникнуть не должно было. Но не стоит забывать, что с другой стороны шло нападение сухопутных войск под командованием Клавдия. И стоит ли удивляться, что на суше сиракузяне дали римлянам не менее яростный отпор. Во-первых, в ход пошли все те же метательные машины разной дальности. Во-вторых, на подобравшихся к стенам римлян точно так же сбрасывали тяжелые камни, так что никакая защита от стрел спасти не могла. Но было еще и в-третьих. Полибий пишет, что когда неприятель подходил к стене, Архимед применял еще одно средство. Он велел сделать в стене приблизительно на высоте человеческого роста отверстие с внешней стороны шириной пальцев 4. К этим отверстиям он поставил стрелков с легкими скорпионами. Это такие самострелы. И вот через эти отверстия они обстреливали приближающихся врагов, отнимая у них возможность что-нибудь сделать. По сути, речь идет о самых обыкновенных бойницах в городской стене. Вот только обыкновенными они стали в средние века нашей эры. По крайней мере, настолько узкие и незаметные. Для тех времен это было чем-то совершенно необычным. Уже в текстах Плутарха сообщается, что для римлян это оказалось настолько большой неожиданностью, что они даже не поняли, откуда стреляют. Это характеризует Архимеда еще и как строителя, причем незаурядного. Ведь создание бойниц сильно усложняет конструкцию стены. В ее толще нужно поместить ниши для стрелков, и очень желательно, чтобы стена не обвалилась сама собой. Такими вот, с одной стороны, гениальными, с другой стороны, до неприличия простыми средствами, Архимед и жители Сиракуз встретили нападавших. Все планы Марцелла и Клавдия терпели крушение, потери римлян были огромными, а ужас, который вселили в них машины Архимеда, был невообразимым. Потери защитников при этом были практически нулевыми. В итоге и морским, и сухопутным силам римлян пришлось отступить, и на совещании с трибунами ими было принято единогласное решение испытать все мыслимые хитрости, но на приступ больше не идти. Марцелл предложил совершить тихую ночную вылазку в тот же день, но осажденные ждали и этого, и едва неприятель приблизился к городу, как из бойниц снова полетели стрелы. Опять неудача. В итоге было принято решение взять город в осаду, но полную блокаду организовать не получилось. По юго-восточному морскому пути в город беспрепятственно поступали припасы. Но у людей, знакомых с легендами об Архимеде, наверняка уже назрел вопрос. А почему это я не рассказываю о самом эффективном оборонительном изобретении Архимеда? О жгучих зеркалах, которые концентрировали солнечный свет и как настоящее лучевое оружие выжигали римские корабли на огромных расстояниях. Простите, уровень пафоса легенды подразумевает соответствующий тон повествования. В общем, речь идет о так называемых гелиоконцентраторах, которые собирали солнечный свет в луч, способный поджигать вражеские корабли на расстоянии в десятки метров. Звучит как научная фантастика в духе Герберта Уэллса. Неужели Архимед настолько далеко шагнул вперед по времени, что смог обогнать даже современные технологии? Или нет? Короче, давайте обратимся к источникам. В ранее цитировавшихся мной источниках, то есть в работах Полибия, Тита Ливия и Плутарха, нет буквально ни одного слова, не то чтобы о жгучих зеркалах, а вообще о применении Архимедом огня. Первое упоминание такого рода встречается во II веке нашей эры в текстах, внимание, сатирика Лукиана, который, рассуждая о пользе соединения теории и практики, упоминает Архимеда, который при помощи своего искусства сжег неприятельские корабли. Сатирика? Понятно. На этом, в общем-то, можно было бы и закончить, но нет. Пойдем дальше.
Приблизительно к этому же периоду относится сообщение знаменитого римского врача Галена. Описывая некий пожар, он сообщает, что стена здания загорелась от жара пламени. И добавляет, что таким же образом, говорят, Архимед поджег триремы врага зажигательными зеркалами. Спустя еще 400 лет византийский ученый и архитектор Анфимий, который на минуточку является строителем Софийского собора в Константинополе, приводит уже не просто упоминание этих зеркал, а пытается создать их реконструкцию, исходя из дошедших до него описаний других авторов. И вот это уже чуточку интересней. Ссылка не на сатирика или пересказ слухов, а на некие источники, описывающие устройство прибора. Что за источники, Анфимий не уточняет, видимо, что-то до нас не дошедшее. Но он приводит текстовую реконструкцию, по которой такой поджигатель римских в смысле кораблей должен состоять не из одного сплошного зеркала, а из системы зеркал, сводящих свет в единое пятно на расстоянии равном полету стрелы. Если грубо описать, то представьте, что вы направили десятки солнечных зайчиков в одну точку. Ух, не знаю, как насчет поджигать, но слепит эта штука, будь здоров. Далее, уже в XII веке, сразу в нескольких трудах упоминается составное шестиугольное зеркало Архимеда, поджигающее сам воздух и воспламеняющее римские суда также на расстоянии полета стрелы. Ну а дальше начинается многовековой спор о том, правда это или вымысел. Во-первых, очень уж смущает то, что описание со временем становится только подробнее. Выглядит как легенда, постепенно обрастающая новыми деталями и домыслами. Сначала какие-то расплывчатые упоминания о вундерзеркалах, а потом раз и уже реконструкция Анфимия. Да, у него, конечно, были какие-то источники, но он их не приводит, хотя мог бы. Во-вторых, остро встал вопрос, а реально ли это изобретение? В смысле, не для древних греков, а вообще физически. И вот на дворе 1637 год. Выходит в свет сочинение одного из самых известных натурфилософов Европы – Рене Декарта. Сочинение называется «Диоптрика» и рассматривается в нем вопросы распространения света, в частности, отражения и преломления. И по нашему вопросу Декарт сообщает следующее. Только люди, не слишком сведущие в оптике, убеждены в реальности многих небылиц. Эти зеркала, с помощью которых Архимед якобы сжег издали корабли, либо были чрезвычайно велики, либо, что вероятнее, вовсе не существовали. Декарт обосновывает невозможность такого устройства тем, что невозможно свести световые лучи в точку, так же как и создать параллельный пучок жгучих лучей. Во-первых, потому что Солнце для нас не точка, а видимая площадь. А во-вторых, любая точка зеркала отражает не луч, а конус лучей. В итоге, даже если ваше зеркало, цитата, будет отшлифовано ангелом, вы не сможете нагреть им поверхность сильнее, чем ее нагревают лучи, непосредственно исходящие от самого Солнца. Логично? Логично. Авторитет Декарта заставил ученых того времени пересмотреть свое отношение к этой легенде, и на каждого, кто воспринимал ее всерьез, стали смотреть как на сумасшедшего. Но спустя чуть больше 30 лет немецкий математик Афанасий Кирхер решил, что мыслить, а значит существовать, это, конечно, хорошо, но, может быть, мы наконец-то попробуем проверить эту легенду на практике? Кирхер писал, что с помощью отражения Солнца от 5 плоских зеркал он смог добиться значительного нагрева. Недостаточного для воспламенения, но все же Декарт ошибся. Следующим был французский натуралист Жорж Луи Бюфон, который в 1747 году опубликовал работу «Изобретение зеркал для воспламенения предметов на больших расстояниях», где описывает успешный опыт по воссозданию жгучих зеркал Архимеда. Его реконструкция состояла из 168 плоских стеклянных зеркал размером 16 на 21 сантиметр, а общая отражающая поверхность составляла почти 6 квадратных метров. Зеркала устанавливались на общей раме подвижно, что позволяло сводить их отражение в одну точку. И такая конструкция на расстоянии в 50 метров смогла воспламенить просмоленную доску, а с расстояния 7 метров даже расплавить кусок серебра.
В итоге легенда из совершенно невероятной перешла в разряд возможных, что было еще раз подтверждено уже в 20 веке. В 1973 году греческий инженер Иоаннис Сакас провел опыт с 7 десятками плоских зеркал размером 1,5 метра и смог поджечь деревянную шлюпку, находившуюся в 50 метрах от берега. Есть и несколько неудачных попыток типа популярной телепередачи «Разрушители мифов». Там ведущие смогли добиться лишь небольшого обугливания и задымления, а потому сочли применение таких зеркал маловероятными. Но в целом было доказано, что это работает и это реально, даже с учетом технологий времен Архимеда. Однако это еще не говорит о том, что так все и было в Сиракузах. Если вернуться к историческим источникам и ранним, и поздним, то можно заметить несколько деталей, говорящих в пользу легенды. Во-первых, второй штурм был предпринят ночью, когда применение зеркал было бы невозможно. Тогда ночной приступ вполне оправдан. Во-вторых, в поздних источниках говорится лишь о применении зеркал против флота Марцелла, но ни слова не звучит об их использовании против наземной атаки Клавдия. Хотя, казалось бы, применение такого устройства против пехоты было бы даже эффективнее. Это находит вполне логичное объяснение, если мы взглянем на карту сражения. Пехота Клавдия нападала с северо-западной стороны, и в какое бы время дня это ни произошло, солнце светило бы сиракузянам в спину, и применение зеркал было бы невозможно. А вот корабли нападали на город с востока, и если это было в первой половине дня, то положение солнца было бы как раз подходящим для таких вот игр с солнечными зайчиками. Но, опять же, это доказывает лишь отсутствие технических и природных препятствий. Если такое устройство и было в распоряжении Архимеда, то он точно не делал на него все ставки. Напади римляне в пасмурный день, то никакие зеркала не помогли бы. Да и ночная атака была отбита без помощи такого вот оружия. Не стоит соблазняться отсутствием противоречий. Куда более красноречиво об этих зеркалах говорит полное молчание ранних источников. Я неспроста обратил ваше внимание на то, что и Полибий, и Плутарх настолько красочно описывают другие оборонительные устройства Архимеда, что местами уходят во вполне конкретные преувеличения. И вот неужели они бы не упомянули о таком чудесном изобретении, как жгучие зеркала, если бы такая информация бродила бы в те времена? Может, это действительно лишь поздняя легенда? Не проще ли было просто по старинке обстрелять корабли подожженными стрелами? Или Архимед счел это слишком скучным? Ответ мы, скорее всего, уже не узнаем. Но я не просто так остановился на этом довольно подробно. Это редкий случай в наших историях, когда совершенно фантастическая на первый взгляд легенда после внимательного изучения оказалась вполне вероятной. Ну и в общем, такими изобретениями Архимед предлагал сдерживать натиск римских войск. Казалось бы, ничего сверхсложного, по крайней мере из того, о чем мы можем говорить с уверенностью. Рычаги и еще раз рычаги. Но этого хватило, чтобы выстоять в лобовой атаке на город. Римляне понесли огромные потери и были напуганы. Марцелл понял, что вот так просто захватить Сиракузы приступом не получится, и попытался заблокировать город. Но и тут он потерпел неудачу. Замкнуть кольцо окружения не получилось. Остался морской коридор. В итоге римляне стали выжидать удобного момента, и осада затянулась на 2 долгих года. Клавдия отозвали обратно в Рим, а Марцелл, чтобы не сидеть без дела, с частью римского войска прошелся кровавым гребешком по близлежащим городам Сицилии, вырезая население показательно жестоко. Очередная акция устрашения, мол, глядите, то же самое будет и с вами, когда придет время. И это самое время вскоре действительно пришло. Когда на остров высадился карфагенский корпус в поддержку осажденным, Гиппократ с 10 000 воинов пошел на прорыв и ценой огромных потерь вырвался из окружения, чтобы соединиться с основным войском. Они заняли несколько городов, укрепили позиции и готовились нанести удар по римлянам и разорвать кольцо окружения. Казалось бы, круто, но сами Сиракузы остались практически без защиты. Как раз в этот момент Марцелл приметил один участок городской стены, где высота укреплений была
чуть ниже, чем обычно. И вот когда наступили трехдневные празднества в честь богини Артемиды, и сиракузяне, утратившие бдительность, предавались пьянству, небольшой отряд из отборных римских легионеров забрался на стену, перебил пьяную стражу и открыл ворота. Что было дальше, я думаю, и так понятно. Римляне всем своим войском вошли в Сиракузы, и к утру нижняя часть города была захвачена. Но это был еще не конец. Под контролем защитников осталась Охрадийская крепость, в которой укрылись и забаррикадировались немногие уцелевшие защитники во главе с Эпикидом и Архимедом. Они надеялись дождаться возвращения Гиппократа, который войдет с войском в город и сможет остановить катастрофу. Но Марцел, разбивший лагерь уже внутри городских стен, просто закрыл ворота, и карфагенское войско не смогло попасть внутрь. По сути, стороны просто поменялись с ролями. Римляне теперь были под защитой стен, а Карфаген вел осаду. И было бы, конечно, очень иронично, если бы дальше Марцел сдерживал осаду при помощи захваченных машин Архимеда. Но все сложилось иначе. В регионе вспыхнула эпидемия чумы. И римляне, которые находились, скажем так, в самоизоляции внутри города, от нее особо не пострадали. А вот по карфагенскому войску болезнь ударила очень сильно. Большая часть солдат погибла, а вместе с ними умер и Гиппократ. Оставшиеся силы уже не представляли какой-то угрозы и были вынуждены отступить вглубь острова. В свою очередь Эпикид, узнав о таких новостях, тайком бежал из города, надеясь перегруппироваться и дождаться подкрепления, но не дождался. Марцел с легкостью настиг ослабевшие силы противника и без каких-либо затруднений разбил остатки карфагенского войска. Так последняя надежда заблокированных в крепости защитников погибла. Теперь ждать помощи было неоткуда. Охваченный пламенем город вот-вот падет, и единственный оплот сопротивления оставался в осажденной крепости. И хотелось бы, конечно, рассказать о том, как Архимед применил очередные гениальные машины и всех спас, но против предательства, увы, нет изобретения. Среди упавших духом защитников нашелся перебежчик, которого то ли подкупили, то ли запугали римляне, и в одну из ночей он тихонько открыл ворота крепости, и войско Марцела вступило на последний рубеж обороны. То, что случилось после этого, битвой назвать нельзя. Это была бойня, в которой нашел свой конец и наш главный герой. Тит Ливий пишет об этом следующее. Немало примеров гнусной злобы и гнусной алчности можно было бы припомнить в этот день. Но самый заметный – это убийство Архимеда. Среди дикого смятения, под крики и топот озверевших солдат, Архимед спокойно размышлял, рассматривая начерченные на песке фигуры. И какой-то грабитель заколол его мечом, даже не подозревая, кто это. И, конечно же, Ливий аккуратненько сглаживает углы, рассказывая о таком злодеянии своих соотечественников. Какой-то там безымянный грабитель, которого он даже не причисляет к солдатам римского войска, по тупости заколол Архимеда. Обознался, с кем не бывает, да? Конечно, есть и другие версии случившегося. Плутарх пишет. Архимед сидел погруженный в размышления над геометрической фигурой, совершенно не замечая вступления римлян в город. Внезапно перед ним появился солдат и потребовал, чтобы Архимед пошел с ним к Марцеллу. Но Архимед отказался это делать, пока не разрешит задачу и не закончит доказательства. Солдат пришел в ярость, выхватил меч и пронзил им Архимеда. Эту версию еще дополняют тем, что Архимед крикнул солдату «Отойди, не трогай моих чертежей», что и вызвало ярость у нападавшего. Сообщают также, что когда римлянин уже замахнулся мечом, Архимед выкрикнул «Бей по голове, но не по чертежу». Но солдату, в общем-то, было плевать. Как несложно догадаться, достоверность таких деталей подтвердить довольно сложно. Тут действительно нужно было бы стоять рядом со свечкой. Да и в очередной раз приведен образ задумчивого старца не от мира сего. Чертил на песочке посреди кровавой резни. Архимед 2 года организованно защищал город, а потом в последний решающий момент включил аутиста и выпал из реальности.
Можно, конечно, списать это на чувство обреченности, мол, ничего ведь уже не поделаешь. Вот и остается сидеть, глядя в песок, и дожидаться своей участи. Конечно, такие описания все-таки попахивают некоторой легендарностью, но есть и еще одна версия, которая также приведена у Плутарха. Архимед сам шел к Марцеллу, нес в руках математические инструменты, небесный глобус и какой-то угломерный прибор. По дороге его встретили солдаты, которые решили, что Архимед несет что-то золотое, и просто из жадности убили старика и забрали его вещи. Эту версию дополняют еще тем, что солдаты испугались, что у него в руках какие-то очередные военные изобретения, от которых за 2 года так натерпелись римляне, и пока он не пустил их в дело, на всякий случай убили Архимеда, скажем так, от греха подальше. Версий много, и сложно сказать, какая из них достовернее. Но при любом из этих раскладов смерть великого математика была несправедливой и подлой. Преступность этого деяния признают сами римляне. И хоть они и пытаются сгладить углы, они не отнекиваются от совершенного ими зла. Более того, все источники единодушно сообщают о том, как это огорчило Марцелла, командира римлян. Он даже изгнал из армии убийцу Архимеда, как подлеца, заслуживающего проклятия. С одной стороны, это описывает как проявление благородства и сострадания полководца. С другой, это можно интерпретировать просто как заинтересованность в таком незаурядном инженере. Архимед со своими изобретениями был бы очень полезен римской армии, так что огорчение Марцелла само по себе еще не означает его искреннюю скорбь. Вполне вероятно, что у солдат был приказ разыскать и привести человека, который соорудил все эти машины и причинил римлянам столько неприятностей. Но кто там будет разбираться в суете уличных боев? К тому же Марцелл, хоть и был глубоко огорчен этой потерей, все же не постеснялся забрать звездный глобус себе. Победа в битве за Сицилию стала одной из первых крупных побед Рима в этой войне, но далеко не последней. В конечном итоге карфагенские войска будут разбиты, и некогда Великое Царство потеряет свое влияние в Средиземноморье, а через 50 лет и сам Карфаген будет уничтожен в результате Третьей Пунической войны. Но это уже совсем другая история. Остров Сицилия и город Сиракузы перешли под контроль Рима. И вот прошло 150 лет. Сенат республики назначает квестором в Сицилию известного оратора, писателя и философа Марка Тулия Цицерона. Того самого, который видел звездный глобус в доме правнука Марцелла и который с глубочайшим почтением относился к памяти великого математика. Цицерон вознамерился разыскать могилу Архимеда и стал расспрашивать местных. Поначалу ему говорили, что нет никакой могилы и нечего искать. Но позже он выяснил, что могила была, и на ней были выбиты памятные стихи, а также шар, вписанный в цилиндр, как одно из математических достижений Архимеда. И вот, внимательно всматриваясь в старую могилу у ворот Охрадийской крепости, той самой, он заметил небольшую колонну, выступающую из кустов репейника. На этой колонне был изображен шар, вписанный в цилиндр. Я послал к могиле людей с серпами, которые очистили и раскрыли это место. Когда доступ стал свободен, мы подошли к подножию памятника и обнаружили стихотворную надпись, часть которой выветрилась. Таким образом, в одном из самых благородных мест государства Эллады, некогда наиболее знаменитом по своей культуре, мной был открыт памятник его гражданину, отличавшемуся наиболее глубоким умом. Так, со слов самого Цицерона, была найдена могила Архимеда. В правдивости его рассказа, конечно же, можно усомниться, но многие до сих пор считают эту гробницу местом упокоения великого математика, физика и инженера. Так и заканчивается история Архимеда из Сиракуз. Его жизнь оборвалась подло и бесчестно. Но, как говорил один великий астроном, ни власти, ни богатство, лишь скипетры науки вечны. Ведь даже римляне, ставшие причиной гибели Архимеда, относились к нему с великим уважением и хранили память о его талантах, о его произведениях, математических или физических. Эта память перешагнула границы государств и континентов.
Она прошла века и тысячелетия. Римская республика, а затем империя обратилась в прах. О Марцеле или Ганнибале говорят только люди, интересующиеся историей. Но Архимед есть в жизни каждого из нас. Ведь даже сейчас мы каждый день пользуемся плодами его работ. Таков был великий гений греческой науки. Таким он останется в веках. Сегодня у меня получился удивительный рассказ. Впервые мы полностью сфокусировались на научных достижениях героя, а не на нем самом. Мы не знаем, каким человеком был Архимед, что он любил или что ненавидел. Такой информации до наших времен просто не дошло. Но мы увидели, насколько крепка память о достижениях человеческой мысли. Мы увидели, как обретались те знания, которые сейчас кажутся нам чем-то очевидным или самим собой разумеющимся. Иногда нужно рассказывать и такие истории. И если вам понравилось, то поддержите этот ролик, поставьте палец вверх, напишите под ним комментарий, можно и несколько, и, конечно, отправьте этот выпуск своим друзьям или тем, кому это может быть интересно. Если вам нравится то, что я делаю и как я это делаю, то поддержите мою работу на Бусти на постоянной основе или на Donation Alerts разово. Так вы формируете бюджеты новых роликов, покупку и создание реквизита, технический апгрейд или просто наполнение кадра визуалом. Хочется верить, что вам нравится то, как выглядят мои работы. Ведь в 100 раз легче просто навырезать кадров из чужих фильмов и вставить это на монтаже, чем создавать окружение живьем, самостоятельно все это снимать и тратить огромное количество времени. Я надеюсь, это заметно. И надеюсь, вы примете участие в создании этого антуража. Сердечно благодарю всех тех, кто уже меня поддерживает. Ребята, вы супер. Если хотите видеть бэкстейджи или какие-то мемасики по теме моих героев, то подписывайтесь на мою телегу. Там активно. Но у меня на сегодня все. Не влезайте в чужие ванны с криками «Эврика». Пока. Последнее упоминание о глобусе Архимеда принадлежит римскому поэту V века Клавдиану. Клавдиан воспел Архимеда в глобус в стихах незадолго до захвата Рима готами. «Небо устав, законы богов, гармонию мира, все сиракузский старик мудро на землю принес. Воздух, скрытый внутри, различные движет светило, точно по дивным путям, сделав творение живым. Ложный бежит зодиак, назначенный ход выполняя. Лик поддельной луны вновь каждый месяц идет. Смелым искусством гордясь, свой мир приводя во вращение, звездами высших небес правит умом человек.